Всем огромный привет! Ну и сегодня мы прогуляемся в замечательное место на южном берегу Крыма – Новый Свет. Но сначала я предложу поставить этому видео лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить в дальнейшем интересного. О существовании в Крыму загадочного для меня Нового Света я узнала случайно под Новый год. Из контр-этикетки на голицынском шампанском. Напиток брался впервые, оказался недурственным. И вот я здесь, в городе Судак, полностью готова двинуться к манящему меня поселку на юго-востоке полуострова. Конечно, отделяющее сейчас меня от Нового Света расстояние скромное, всего каких-то 9 километров. Но места эти для меня совершенно новые, так что упрощаю себе путь и беру такси, здесь их достаточно. Машина бодро мчит меня к интригующему Парадизу. Так назывался поселок до 1912 года. Погода просто замечательная, так что я вовсю рассматриваю мелькающие слева и справа улицы. Вдруг впереди неожиданно появляется невысокая гора без привычной острой верхушки. Да это же Сахарная головка, а на ее северном склоне должно быть до сих пор стоят 3 креста. Это реквизит, поставленный во время съемок «Мастер и Маргарита» в 2004 году. А вот и Генуэзская крепость. Да-да, эти кирпичные строения, лично мне напоминающие московский Кремль. Этот изумительно сохранившийся с 1371 года консульский замок стоит на окаменевшем древнем коралловом рифе. Историки говорят, что крепость площадью почти 30 гектаров возвели генуэзцы. Однако есть мнение, что на месте построенного в XIV-XV веках воинами Руси катарами опорного пункта Северного Причерноморья уже была крепость, которую построили в 212 году аланы, ираноязычные кочевники скифо-сарматского происхождения. Мы выехали из раскаленного солнцем города и помчали по извилистой, немного напоминающей сочинский серпантин, дороге. После довольно прозаичных домов Судака, после лишенной вершины плоской сахарной головки, после погружающей во мрак времен генуэзской твердыни, открывшийся моим глазам вид заставил чуть ли не вслух охнуть от восторга. Да, посмотрите сами, тут есть от чего издавать звуки щенячьей радости. Слева появилось небесно-голубое море. О, в этих краях я никак не могу налюбоваться Черноморским побережьем. Оно просто поражает своей красотой, которую невозможно описать словами. Машина резво мчит вниз, к берегу бухты Судак-Лиман, называемой в народе зеленой, не из-за обилия растительности на берегу, а из-за специфического песчаного дна, оптически окрашивающего прозрачную воду в зеленоватый цвет. Мы приближаемся к Новому Свету, и я жадно всматриваюсь в меняющийся по сторонам и впереди такси пейзаж. Впереди и справа возвышенности, поросшие какими-то круглыми кустами, а слева соблазнительно сияющая в лучах солнца гладь моря. От него отделяют бетонные блоки дорожного ограждения и сотни метров пологого, изрытого оврагами и ухабами спуска. Красные с белым указатели не дают сбиться с маршрута, но это физически невозможно. Путь-то один, и на всей его протяженности горы, скалы, возвышенности. Вот от них почему-то захватывает дух. Такое ощущение, что я двигаюсь в сказочной стране камней. Что-то вроде тех, которые описывались в «Волшебнике из страны Оз». Кто читал, поймет. Ну а вы мне сами скажите, неужели ярко освещенные дневным светилом горы не волнуют ваше сердце? Хотя бы немного. Мое так учащенно забилось с первыми холмами, которые я увидела здесь. Даже не знаю, от чего самые сильные эмоции – от моря или от гор. Скорее всего, из-за них обоих. Это визуальное сочетание горы плюс море дают уникальный вау-эффект. И я вся в предвкушении от того, чем же меня удивит неумолимо приближающийся с каждым километром счетчика такси Новый Свет. Еще один не самый крутой поворот в этом горном ландшафте. И картинка «Горы, бирюзовая вода» кардинально меняется. Мое маленькое путешествие на авто подошло к концу. Я расплачиваюсь с таксистом и выхожу на залитый солнцем асфальт.
Как хорошо, что дорога идет под уклон. Ноги словно сами бегут вниз, к новому свету, который, я уверена, заждался меня. На меня сразу и со всех сторон нахлынули зелень, небо и неторопливые пешеходы. Много пешеходов, и судя по их пляжной одежде в виде преимущественно шорт, я понимаю, что это отдыхающие. Ну и местные жители, конечно, куда же без них. Но большинство идущих мне навстречу – туристы. На лицах почти всех замечаю расслабленность, эйфорию и блаженство. И сразу же заряжаюсь этими эмоциями сама. Уверена, на моем мотающемся из стороны в сторону лице расплылась блаженная улыбка. Вот это да! Еще старый свет не начался, а я уже ловлю кайф. Видите кадры с переполненной мусорной площадкой слева? Или с коммунальщиками здесь беда, или правда колоссальный наплыв приезжих? И где они все здесь размещаются? Ну, такие бытовые мелочи все равно не в силах сбить мое приподнятое настроение. Какая разница, насколько хромает в этих краях благоустройство? Я не за этим, а за бесподобной природой Крыма и ее жемчужинами вроде удивительно аутентичных поселков, которые отстраивали дворяне царской России. Новый Свет основал в конце XIX века князь Лев Сергеевич Голицын, пионер российского виноделия. Кстати, Голицынский завод шампанских вин жив до сих пор и радует ценителей отечественного шампанского легендарной продукцией из местного винограда. Наконец, мой путь под безоблачным небом Нового Света подходит к пляжу. Это предугадывается по усилившемуся специфическому запаху моря и его шуму. Прежде чем увидеть водную гладь, я ее услышала. Такой слабый, но постоянный плеск, заглушаемый гулом голосов. Да уж, как всегда. Народу уйма. Но это типично для летних набережных курортных местечек. К морю, как и ожидалось, прилагается сфера соответствующих услуг. Кафе, столовые, многочисленные магазинчики и лавочки. Вниз по короткой лестнице, а впереди, прямо передо мной, раскинулась слепящая бирюза Черного моря. Не буду торопиться пробежать второй лестничный спуск и посмотрю на пляж сверху. Людей море. Простите за тавтологию. Они везде. На песке, в воде, на пирсе, на проплывающих вдали катерах, катамаранах и лодках. Разгар пляжного сезона, не иначе. Ну, сам Бог велел, создавая столь благодатный край. Я даже отсюда, в 10 метрах от кромки воды, физически ощущаю, насколько она горячая. Быстро мощно в катере «Фокус». Дельфинам для громких шестая. Ребят, последний танкер из области причалу. Группа, на наш катер уже... Там, короче, переоденемся мы единственное. На причале будет, да. Встреча желает отправить дельфинам на катере «Фокус», поторопитесь к флагу России на пляже. Ребята на банане дельфинам, тоже называются сами на банане дельфинам, также мы строим гараж области к причалу. О, а вот и кое-что, резко отвлекшее меня от рефлексии по поводу превратившегося в парное молоко моря. Скала впереди. Они тут, конечно, и справа, и слева, но та, что возвышается слева, особенная. Ее зовут Сокол, а на местном диалекте – Кушкая, птичья скала. И это обширный массив из превратившихся в горы рифов, протянувшихся на 1200 метров от Судака до Нового Света, прямо по кромке моря. Максимальная высота массива 473 метра. Говорят, там растет благоухающий в июле жасмин. Обязательно проверю это в следующий раз. Кстати, относительно безопасный для таких обывателей, как я, выход на гору есть только с северной стороны. Там проложено 2 пешеходных маршрута, но просто так туда не пройти. Нужна регистрация в контрольно-спасательной службе. Жаль, когда в 1927 году на Сокол поднимался с женой и друзьями булгаков, такой бюрократии, уверена, не было. Кажется, пляж закончился и с неохотой отпускает меня из своих цепких объятий. Сегодня я сюда пришла не для купания в теплой воде. Хочу найти вход на тропу Голицына. Это горная дорожка, которую по приказу князя в 1912 году прорубили на склоне горы Кобакай, или по-нашему в скале Орел.
Тропа вьется вдоль берега по направлению к юго-западу от поселка. Это популярнейший экскурсионный маршрут, и я жажду пройтись по нему прямо сейчас. Думаю, я по наитию двигаюсь в верном направлении. На это указывают отдыхающие. Они явно идут и возвращаются оттуда, с тропы. Так и есть. Моя интуиция не подвела. Один небольшой поворот и вуаля! Перед моими глазами появляется кирпичная арка с приветливой надписью «Тропа Голицына». Приличный по высоте подъем по каменистым ступенькам. И я в прямом смысле снова выхожу на тропу, только не войны, а дороги, построенной к визиту Николая II. Царь вместе с семьей в последний свой раз приехал в имение Голицына, которое называлось в то время ни много ни мало «Парадис». Дело было в 1912 году, и после отъезда монарха селение переименовали в Новый Свет. Говорят, причиной стало восклицание Николая II, сделавшего глоток голицынского шампанского, вроде того, что царь сказал: «Я увидел жизнь в новом свете». Что ж, давайте посмотрим место, специально обустроенное к прогулке последнего в истории России императора. Длина тропы приличная – 5470 метров. Конечно, столько мне сегодня не пройти. Жара, хоть здесь и тенисто, дает о себе знать. Поэтому я не смогу увидеть такие достопримечательности, как, например, грот Шаляпина, бывшая винотека князя, а еще раньше пещерный монастырь христиан. Большой грот естественного происхождения выбило само море в горе Кобакая. В былые времена на каменной эстраде грота пел сам Шаляпин, голос которого расколол бокал шампанским в руках слушателя. Туда я доберусь в следующий раз. Обещаю. В этот же раз рассмотрю получше кое-что другое. Например, небольшую смотровую площадку. По идее, она должна быть где-то впереди маршрута. Уж не знаю, осилю ли я его сегодня. О, а вот и она. Какой роскошный вид открывается с нее. Честно, я сейчас испытываю одновременно два очень сильных чувства. Белую зависть к материальному благополучию наших князей, которые могли себе позволить взять и купить этот кусок рая, и непреодолимое желание взять в руки хрустальный бокал с ледяным шампанским и неторопливо смаковать его, наслаждаясь невероятными видами. Еще пара шагов вперед, и все. По моим венам разлилась сладкая истома от переизбытка впечатлений, а ноги налились усталостью. Пора поворачивать назад, пока я без сил не упаду тут на лавочку рядом с разомлевшими отдыхающими. Конечно, обратная дорога куда легче. Я потихонечку спускаюсь к пляжу, и сила земного тяготения теперь работает на меня. Но эта фантастическая панорама, она вгрызается в сердце, оставаясь там. И нужны ли слова, чтобы описать вам то, что я вижу? Мне кажется, этой упоительной красотой стоит наслаждаться молча.
Впереди уже замаячил пляж, и меня снова охватило знакомое чувство волнения от моря, которое можно потрогать рукой. Торопясь, подхожу все ближе и ближе к песчаной насыпи. Мне в уши ударяет шелест волн, крики чаек и отдыхающих. По сравнению с умиротворяющей тишиной Шаляпинской тропы, здесь просто вавилонское столпотворение какое-то. Но на то он и пляж, чтобы здесь было шумно, весело и многолюдно. Посмотрим, на что может рассчитывать турист, ноги которого занесло на побережье в новом свете. Думаю, с культурной программой тут все окей. В воде куча дутых цветастых приспособлений для плавания, не знаю, как они называются. А еще довольно много белых лежаков и до смешного мало зонтов и шезлонгов. И как они без них обходятся-то на солнцепёке? Лично я уже все налюбовалась красотами на сегодня и впитала своей кожей слишком много раскаленных лучей. Пора назад, вон, но как же не хочется. Он меня покорил, и я покидаю этот благодатный уголок Крыма с тоской и неохотой. До свидания, Парадис. До новых встреч.